Преодоление 7 типов соблазна. Мы хотели бы уделить время для того, чтобы подробнее описать 7 типов соблазна для их полного преодоления. Каждая форма соблазна соотносится с одним из основных 7 энергетических центров формы и управляется из соответствующей области. Энергия соблазнителя создает поток, который вовлекает всех участников во взаимодействие с ним, проявляющимся как предоставляемая услуга, товар, информация или участие в проекте, для обретения соответствующего специфического опыта. Помимо 7 главных категорий соблазна, существует универсальная. Человек, относящийся к данному типу соблазнителей, способен приводить в действие все 7 типов соблазна по очереди или одновременно. Вы заметите, что самые знаменитые на планете люди являются соблазнителями этого типа. И поскольку они обладают даром соблазнять, они столь любимы и популярны. Мы хотели бы подчеркнуть, что соблазн – это не любовь. Любовь является результатом единения. А единение – это действие, при котором душа входит в форму и благословляет ее своей любовью. Акт единения позволяет душе также взаимодействовать с Матерью Землей, распространяя на нее свои благословения. Любовь – это когда существа, в безусловном единении, делятся любовью душ. Вот что такое любовь. В любви через единение не возникает перекачки от одного человека к другому ни информации, ни энергии, из одного поля в другое, не причиняется вред. В любви через единение две души движутся вместе так, что повышается общая вибрация обоих. В состоянии единения все души объединяются для общей цели, ради которой собрались. При этом, от имени всего человечества, можно высвобождать значительные доли человеческой кармы. Хотели бы подчеркнуть, что в жизни посвящаемого, тем или иным образом, присутствует та или иная форма соблазнения. Каждый будет одарен способностью соблазнять кого-либо одним способом, и быть соблазняемым другим. Когда каждый посвящаемый, изучая собственные склонности, приходит к пониманию лежащего в основе его генетики энергетического сценария, появляется возможность для преодоления этих склонностей. Таким же образом, каждый посвящаемый обнаружит, что у него есть доминирующий соблазн, к которому он, так или иначе, прибегает для выживания в современной парадигме. И во всех случаях, страх, самонадеянность, иллюзия и соблазн будут родственны. Соблазнять могут не только отдельные люди, но также группы или корпорации. Важно осознать, что любая фирма, организация или корпорация обладает коллективным энергетическим потоком, имеющим ментальное, эмоциональное, интуитивное и творческое тело, коллективное бессознательное и групповую чакровую систему. При групповом соблазнении можно видеть, как соблазн исходит из групповой чакровой системы, соответствующей типу создаваемого соблазна. Часто групповое эмоциональное тело задействует участников группового действия, давая им возможность ощутить то, что хотела бы от них ощутить группа. Групповое, ментальное и интуитивное тела дают участникам возможность понять то, что группа желает выразить. А групповое творческое тело осуществляет для группы манифестацию, отдавая участникам распоряжение приобрести услугу, товар, или принять участие в мероприятии. Примером действия группового энергетического потока является кино, поскольку фильмы дают зрителям возможность испытывать эмоции, подключаясь к групповому эмоциональному телу зрителей. Фильмы также позволяют зрителям понять демонстрируемое, подключая их ментальное и интуитивное тело к групповому ментальному и интуитивному телу.
Групповое энергетическое поле любого фильма, вместе с его тонкими телами и чакрами, бессознательно создается создателями фильма. Сюда входят актерский состав, технические служащие, писатели, сценаристы, костюмеры и любые другие члены организации, связанные со съемками или финансированием фильма. Каждый участник создания фильма вносит элементы своих собственных тонких тел или энергетического поля в формирование группового тонкого тела и группового энергетического поля, сопутствующих фильму. Фильмы представляют собой групповую форму соблазнения, которая часто используется для изъятия у зрителей энергоинформации и помещения кармы в их энергетическую систему. Это происходит, когда зрители взаимодействуют с групповым, эмоциональным, ментальным или интуитивным полем фильма. Итак, мы поговорим о 7 типах соблазна. Соблазнение возможностью выжить соотносится с первым, или красным лучом, и первым энергетическим центром. Соблазнение выживанием заставляет человека полагать, что для выживания ему требуется кто-то или что-то. Данный тип соблазна опирается на потребность, потребительство, исходит из первой чакры любого индивидуального или группового энергетического поля. Соблазняя, соблазнитель программирует соблазняемого в несуществующей потребности, и каждый раз, когда соблазняемый чувствует потребность, он обращается к соблазнителю для ее удовлетворения. Каждый раз, когда соблазненный обращается к соблазнителю, или попадает во власть завесы иллюзии о вымышленной потребности, соблазнитель получает доступ к его полю, забирая новую порцию информации, жизненной энергии, записей, подвижных энергетических систем, и внедряет, добавляет в поле соблазненного дополнительную или ложную карму. Этот тип соблазнения используется ростовщиками, банкирами, страховыми компаниями, продавцами, создающими у своих клиентов ложную потребность в своих товарах или услугах. Примером данного типа соблазнения также служат медицинские системы и фармакологические компании. Было создано множество лабораторий, в которых проводятся опыты медицинского и биологического характера, имеющие множественные цели, включающие в себя также создание биологического оружия, подразумевающего разработку программ по созданию различных вирусов, фармакологических препаратов и различных вакцин. Так был создан вирус иммунодефицита человека, ВИЧ. Он был создан в рамках программы сокращения численности человеческого населения Земли. Был запущен проект, первым этапом которого была эпидемия синдрома приобретенного иммунодефицита. Не случайно, этот вирус проникает в кровь человека посредством соблазнов, базой которой в основном служат первая и вторая чакра. Параллельно, множество фармакологических компаний включились в проект по созданию вакцин и лекарств для борьбы с этим вирусом. В итоге, в доступную медицинскую практику поступили только лишь препараты, тормозящие развитие вируса в организме человека. Люди, соблазненные возможностью выжить, стали принимать эти препараты, не осознавая, что попались в ловушку и пожизненную кабалу глобального манипулирования и тотального, жесткого контроля за жизнью и миграцией населения планеты, а также, что самое важное, эволюции сознания, так как эти препараты угнетают мозг, все органы и систему органов человека. Помимо этого, у человека, пожизненно принимающего так называемую антиретровирусную терапию, изымается энергетическая решетка, информация, записи вознесения, генетические записи, жизненная энергия и кундалини, взамен чего добавляется карма в форме фармакологической зависимости. Мало кто осознает, что эта эпидемия
Этот проект по масштабному контролю и манипулированию, в настоящее время, приобрел глобальный характер, потому что все уровни власти и средства массовой информации предпочитают не затрагивать эту неудобную тему. Недавняя эпидемия ковид и его модифицированных аналогов является аналогичным, но по меркам глобалистов, весьма неудачным проектом, так как не принесла ожидаемого эффекта по масштабу смерти и контролю за сознанием человека, ввиду того, что население Земли уже находится на восходящей линии глобального пробуждения. На более личностном уровне, соблазнение необходимостью выжить, можно встретить среди предоставляющих различные услуги, от предприятий, представляющих услуги по общественному питанию, услуг потомственных магов, знахарей, целительских практик, до парикмахерских, бань, саун и гастрономов. При обращении за услугой в энергетическое поле человека помещается ложная карма. Кроме того, человек, входящий в гастроном, обедающий в ресторане, заказывающий приворот или порчу на ближнего, получающий массаж или делающий прическу, лишается своих записей, жизненной силы, энергетической решетки или информации. К тому же ему часто добавляется ложная карма, дабы гарантировать его повторный визит. Подобное групповое соблазнение помещает в поле любого, желающего воспользоваться этой услугой, ложную потребность и карму. Чем больше преуспевает ресторан, потомственный целитель, маг, парикмахерская, гастроном или массажный кабинет, тем выше у руководителей этого дела способности к подобному бессознательному кармическому манипулированию. Возносящийся посвящаемый, начинающий осознавать такие изменения, не нуждается в подобных услугах. Ему просто нужно быть внимательным, и если что-либо утрачивается, возвращать все изъятые записи и жизненную силу себе обратно, энергетическую решетку или подвижные энергетические системы, и удалять чужую карму к ее источнику. Подобный сценарий возникнет, если будут соответствующие кармические соглашения. Когда высвобождаются полностью все кармические соглашения, унаследованные от предков, человек может иметь дело с магазинами, парикмахерской или рестораном, и при этом соблазнения не возникает. Если кто-то является владельцем подобного бизнеса и стремится вознестись, он может сознательно принять решение полностью преодолеть стереотип применения подобного бессознательного причинения вреда через соблазнение. Действуя таким образом, он перестает создавать новую карму для себя, и вместо этого может призвать карму, законно принадлежащую ему по наследству, чтобы привлечь клиентов и вести торговлю. Таким образом, можно погасить карму, а человек будет преуспевать в своем бизнесе и одновременно возноситься. Когда человек станет собственным истоком выживания, он в своей форме будет независим в источнике дохода и способностях пройти собственным путем вознесения. Он также, не вмешиваясь, позволит всем остальным сделать их выбор. Соблазнение через ощущение соотносится со вторым энергетическим центром, и вторым, или оранжевым лучом. Соблазнение чувством является причиной манипулирования человеком при помощи эмоций. Когда задействованы эмоции, человек может чувствовать так, как того хочет соблазняющий, и одновременно с этим ваше поле становится доступным для изъятия ваших записей, жизненной энергии, подвижных энергетических систем, или энергетической решетки, и подмены их кармой. Примером соблазнения чувством являются фильмы, как это было рассмотрено выше. Вас могут соблазнить просмотром комедии, чтобы вы могли посмеяться, а потом хорошо себя чувствовать. Но, включаясь в эмоциональное и ментальное поле фильма, вы утратили запись,
или жизненную энергию, и получили дополнительную карму. Еще одним подобным примером служит посещение стадионов болельщиками или участие в просмотре спортивных состязаний. Во время мощных эмоциональных всплесков происходит изъятие огромного количества жизненной энергии, записей, информации, и добавляется карма. Болельщику очень трудно отказаться от просмотра спортивных состязаний, а любому человеку очень трудно отказаться от художественных фильмов, поскольку выброс адреналина и эмоциональная причастность к фильму служат причиной того, что зрители легко соблазняются. У наших каналов нет телевизоров, они никогда не включают телевизор. Если вы находитесь в гостях, где культивируется постоянный просмотр телевизионных передач или кинофильмов, мы советуем вам сменить место вашего пребывания. Фильмы и телевидение могут оказывать непрерывное вредное воздействие на поле возносящихся посвящаемых, поэтому мы рекомендуем отказаться от таких искусственных форм расслабления, если вы серьезно намерены вознестись в данной жизни. Интересно отметить, что многим людям фильмы нравятся потому, что на несколько часов погружают их в иную реальность, уводя от потрясений текущей жизни и наполняя другой реальностью. При этом, жизненные потрясения никуда не уходят, но стремясь к покою через забвение, люди на короткий период о нем забывают. Возносящиеся люди не уклоняются от текущей реальности и прежде всего преодолевают потрясения текущей жизни, и делают это изменением, трансформацией их породившей мыслеформы. Мы не советуем возносящемуся человеку избегать травмы, необходимо повернуться к ней лицом, изучить, а затем высвободить находящуюся за ней карму. При этом подобные травмы больше не будут манифестироваться, оставляя больший простор для проявления в жизни радости. Вы также свободны предаваться развлечениям, наполняющим вас изнутри, например, прогулка по лугам или лесу, наблюдая рассвет или закат солнца, ароматная ванна при свечах, или любые другие формы радостных ощущений, в основе которых лежат единение и любовь. С соблазнением через ощущения связаны наркотическая или алкогольная зависимость, поскольку потребляющий соблазняется сущностями алкоголя или наркотиков так, чтобы посредством забвения травмирующих обстоятельств чувствовать себя лучше и даже находиться в состоянии эйфории и экстаза. В такие периоды сущности, связанные с алкоголем, наркотиками, и посредники, управляющие ими, проникают в поле алкогольно- и наркозависимых, лишая их информации и навешивая карму в форме алкогольно-наркотической зависимости. Добавленная карма заставляет покупать алкоголь и наркотик снова и снова. Схожим образом, пристрастившихся заманивают сущности в баре или на дискотеках, заставляя их чувствовать себя лучше в состоянии опьянения или полета. Эти сущности часто действуют через барменов или официанток, и когда клиент пьянеет, входят в его поле, забирая записи и добавляя карму, чтобы они снова к ним пришли. Люди с подобными привычками могут найти облегчение, просто вернув карму потребления алкоголя, наркотиков наркопосредникам, или пристрастия к алкоголю их истокам и источникам. Злоупотребление наркотиками и алкоголем, подобно удовольствию от кино и телевидения, требует полного отказа от разрушительной природы таких энергетических обменов, если вы хотите вознестись в данной жизни. Однако, когда вы благословляете вино, выращенное из собственного сада, из напитка полностью уходят сущности, связанные со стереотипами пристрастия. Акт благословения можно использовать для наполнения определенными частотами вознесения. Это можно сделать прямым направлением энергии в напиток, через руки. Когда-то в древности,
вино, или продукт плодово-ягодного брожения, был основным компонентом всех эликсиров, производимых для целительства. Красное вино способно одновременно удерживать сотни вибраций и частот, и, будучи добавленным в напиток и принятым внутрь, позволяет немедленно проникнуть этим частотам в кровь возносящегося посвящаемого. Таким образом, употребление вина из собственного сада, осуществляемое священным образом, и с конкретной целью поддержки вознесения, может быть полезным, а не вредной привычкой. Тоже относится к привычке курить. Не советуем употребление сигарет. Гораздо лучше табак, выращенный в собственном саду, и благословенный, соответствующим образом приносить возносящемуся только пользу для развития способностей к тонкому ощущению. Однако каждому посвящаемому нужно непредвзято оценить собственные условия пристрастия и определить, насколько сильны рамки его привязок, и каким образом лучше всего действовать в своей конкретной ситуации. Другие формы эмоционального соблазнения могут возникнуть через различный бизнес, и человекоподобные условия часто привлекают, поскольку потом он чувствует себя лучше. В категорию соблазнителей по второй чакре могут попасть массажисты и все лечащие, включая психиатров, целителей, колдунов и ясновидящих. Часто пациентов соблазняют, убеждая, что после лечения те почувствуют себя лучше. И действительно, при таком лечении происходит энергетический обмен. Иногда массажист, целитель, психотерапевт или ясновидящий снимает у пациента боль. Итак, боль уходит, пациент чувствует себя лучше, однако, боль может уйти с приходом добавленной кармы лекаря или его предыдущего пациента. В примере с целителем, последний, обычно во время сеанса программирует клиента таким образом, что тот может по-новому строить свое отношение к жизни. При этом клиент чувствует себя лучше в отношении того, что беспокоило его до сеанса. Однако хотели бы подчеркнуть, что вознесение требует полного освобождения от всех подобных программ и мыслеформ, основанных на страхе. Часто такое соблазнение включает также лингвистическое программирование, основанное на смешении чувств страха, высокомерия, самодовольства и похвалы. Кого-то нужно всего лишь немного похвалить, и все, вы уже угодили в капкан, в ловушку, и то, какие приманки будут разложены перед вами в ловушке, будет зависеть от ваших непроработанных бессознательных, темных стереотипов. Например, соискатель приходит на собеседование к работодателю, полный тревог и страха. Работодатель вас приглашает на работу, с замечаниями о том, какой хороший вы специалист, как долго они вас искали, и как им повезло. И все, вы попали, вы соблазнились на похвалу, при этом, еще не понимая, с чем вам предстоит взаимодействовать на данном месте работы, и какую карму вам добавили, но ваша эго-личность почувствовала большое удовольствие, в разы увеличив свое высокомерие и самонадеянность. Программа – это серия мыслеформ, собранных вместе и введенных в чужое поле. Такое программирование, добавляющее в поле пациента, основанную на страхе или самодовольстве мыслеформу, не идет на пользу возносящемуся посвящаемому, хотя и может сослужить службу другому человеку, не идущему в своей жизни путем вознесения. В акте вознесения преодолевается мыслеформа, основанная на страхе и самонадеянности, порождающая особо трудный момент, и, следовательно, при вознесении, естественным образом происходит исцеление. С соблазнением через ощущения связаны всевозможные сексуальные практики, включающие эротический массаж, стриптизеров и поставщиков товаров для подобных вещей, например, нижнего белья.
На протяжении веков человеческой истории, люди создали множество энциклопедий сексуальных практик, способствующих погружению в глубину чувственных наслаждений. Однако, следует предостеречь от беспорядочных сексуальных связей с различными партнерами, ибо здесь действует тот же самый механизм изъятия энергии, жизненной силы, кундалини, чакр, полей, энергетической решетки, генетических записей, записи вознесения и добавления чужой кармы. Заметим, что этот тип соблазна наиболее опасен, так как позволяет разрушительным сущностям получить полный доступ ко всем библиотекам человека. Добавленная карма заставляет искать нового сексуального партнера снова и снова. И этот круговорот постоянного поиска сексуальных партнеров превращается в азартное занятие, подобное спорту. Иногда, сексуальное соблазнение может переместить разрушительную программу боли, болезни, от соблазнителя к соблазненному, позволяя первому чувствовать себя лучше после занятия любовью. Тантра, сексуальная сила, акт физической любви, является базовым принципом всех творений. В нем нет ничего плохого. Однако на плане Земли он использовался и используется в целях причинения вреда. В новой парадигме, в акте единения, две души соединяются и движутся синхронно вместе. Сюда входит физический акт любви, при котором движение энергии между двумя возносящимися душами используется для помощи и усиления чего-либо поля, для вознесения, а не для его ослабления. Однако, негативное программирование, основанное на причинении вреда через секс, на плане Земли столь велико, что потребуется подняться к 36 тысячам звеньям ДНК, состояния объединенного сознания, чтобы быть способными заниматься любовью на основе единения. Возможно, это трудно слушать посвящаемым, состоящим в паре, однако мы рекомендуем каждому отыскать в этом вопросе собственную истину, раскрыть глаза на лежащие в основе стереотипы, которые могут бессознательно проявиться. Повторяем, что для вознесения требуется постоянное наращивание энергетического потенциала, жизненной силы и вибрации, что легко саботировать через подобное манипулирование. Людям одиноким следует полностью избегать случайного секса, пока они не встретят партнера с резонирующей целью и схожим складом ума, и не пройдут этот стереотип манипулирования. Таков характер современного человеческого бытия, при котором большинство людей в данный момент не возносятся, и, следовательно, не преодолевают бессознательные стереотипы причинения вреда. Когда человек становится независимым в своих ощущениях, то чувствует только собственные эмоции, позволяя по ходу вознесения на уровне тела осознавать собственную истину. Соблазнение силой, властью и деньгами соотносится с третьим энергетическим центром, и третьим, или желтым лучом. Подобное соблазнение заставляет человека считать себя или другого человека более сильным или слабым. Соблазнение силой используется, когда соблазнитель программирует соблазняемого вымышленной реальностью о своей силе. Каждый раз, когда человек попадает в пространство иллюзии силы, соблазняемый отдает силу соблазнителю. Передача силы другому может включать также передачу записей и информации, касающихся силы, энергетических систем, или энергии тому, кого считают сильным. Человек, соблазняющий силой, устанавливает вокруг себя всевозможные завесы иллюзии силы, и в результате, чаще всего, занимает руководящее или высокопоставленное положение. Такой человек добивается этого, забирая силу и записи силы у всех, кто хотел быть соблазненным его фантазией, отдавая тем самым ему свою силу и знания. Возносящийся человек,
стремится преодолеть потребность усиливаться за счет других, преодолеть мысли форму соблазнения силой и вместит подлинную силу. Постепенно, он избавляется от всех способов, которыми изымал у других силу, или знания о силе. Преодоление этих стереотипов происходит постепенно, и на полное осуществление этого может уйти много лет, в течение которых соблазнитель силой может получить опыт обратной стороны медали, когда у него сила и записи силы были забраны еще более могущественным соблазнителем, чем он сам. В этом случае, он на опыте познает обратную сторону собственного наследственного генетического стереотипа, и, пройдя этот опыт, и преодолев его в отношениях с другим человеком, получит возможность полностью над ним подняться. На этом примере можно понять, что соблазнитель, избавляясь от определенной формы соблазнения, может стать объектом соблазнения. При этом он одновременно испытывает обе стороны медали человеческой жизни и приходит к пониманию ощущений соблазняющего и соблазняемого таким же образом кем-то еще. Когда осознаны обе стороны, в процессе вознесения, можно вообще преодолеть соблазн. Это также является примером разновидности манифестации, реализацию которой на физическом плане душа допускает, ради опыта и получаемого от него урока. В современной человеческой жизни соблазнение силой можно встретить в большинстве способностей к руководству. Все лидеры любого уровня, будь то начальник, высшее управленческое звено, губернатор области, президент страны или генеральный директор, наделены даром манипулировать силой. Они не смогли бы добиться своих руководящих позиций, если бы другие не передали им свою силу. Посвящаемые увидят, что они не только отдавали свою силу каждому начальнику, на которого когда-либо работали, но и своим родителям, тетушкам и дядюшкам, учителям и организациям, таким как детские сады, школы, налоговые службы, банки и все управленческие структуры области, в которой человек живет. Президент любого государства обладает силой, потому что все граждане отдали ему свою силу. В случае с жестоким диктатором, последний обладает силой потому, что научился заставлять других отдавать ему свою силу под страхом смерти. Такой диктатор не только насильно конфискует чужую силу, но и закладывает в других мысли форму страха и смерти. На протяжении последних 30 тысяч лет человеческой истории манипулировали целыми народами, вызывая у них страх смерти. Эта карма связана с плеядианским вторжением и манипуляциями с человеческой генетикой. В качестве возносящего посвящаемого, человек возвращает себе всю силу, которую отдал другому, с тем, чтобы быть в состоянии отстаивать собственную истину и выражение себя, как возносящегося мастера. Он научится не прибегать к этой форме соблазнения и перейдет к новому состоянию бытия, основанного на подлинной силе. А что же такое подлинная сила? Подлинная сила приобретается не с помощью лжи, манипулирования, денег, насилия и жестокости, и не даруется популярностью, опирающейся на соблазн. Подлинная сила происходит от преодоления поляризованных мыслеформ и совершенствования проявления души на физическом плане в акте вознесения. Подлинная сила не стремится властвовать или подавлять другого, а, скорее, стремится всецело придерживаться своей истины и полностью в ней выражаться. Если другие люди хотят следовать такому лидеру, обладающему подлинной силой, это происходит потому, что они резонируют с выражаемой им истиной, а не потому, что над ними доминируют, контролируют, подчиняют себе, программируют или соблазняют. Таким образом, вознесение в должное время создаст в жизни людей новую форму силы и водительства.
Когда человек становится суверенным в своей силе, он становится хозяином своих внутренних демонов, драконов и темных сторон, и поднимается в качестве возносящегося мастера, в которого он превращается. Соблазнение любовью соотносится с четвертым энергетическим центром и четвертым, или зеленым лучом. Соблазн, заключающийся в любви, заставляет человека полагать, что он не может быть счастлив, любить и чувствовать себя любимым без любви другого человека. Соблазнитель программирует соблазняемого фантазией их любви, и соблазненный полагает, что будет чувствовать любовь только в присутствии или при воспоминании о соблазнителе. При соблазнении любовью, фантазия может быть использована для перемещения информации, жизненной энергии, записей, энергетических систем, или кармы, от соблазнителя к соблазняемому, или наоборот. Заметим, что стремление возносящегося посвященного любить и быть любимым, и прежде всего, стремление к постоянному партнеру, является основополагающей причиной желания развиваться. Поэтому нет ничего предосудительного в желании любить и быть любимым. Но не каждый человек понимает, что состояние любить – это и значит быть любимым, ибо сама любовь наполняет человека энергией, дающей ощущение наполненности любовью, и это совсем не означает, что для того, чтобы любить, нужен кто-то другой. Человек, ищущий проявление любви в ком-то другом, может быть склонен соблазняться любовью. Партнеры, один за другим, могут легко соблазнять такого человека, и каждый такой партнер будет забирать больше, чем давать, постепенно опустошая. Ни один из таких партнеров никогда не может удовлетворить такого человека длительное время, что можно приравнять это к стереотипу, лежащему в основе жажды быть любимым. Как правило, в отношениях партнер мужского пола удерживает силу, а женщина – любовь. Постепенно, в процессе вознесения, каждый из партнеров учится не отдавать свою силу или любовь и самостоятельно ими распоряжаться. Мужчина постепенно открывает сердце для выражения мужской формы любви в отношениях, а женщина открывает свой центр силы для выражения женской силы в отношениях. Из этого можно понять, каким образом, постепенно, процесс вознесения уравновешивает внутри человека весь дисбаланс. Становится также понятно, каким образом партнеры часто привлекаются друг к другу, опираясь на выравнивание в тех случаях, когда каждому присуща слабая сторона. При вознесении, такая слабая сторона постепенно преодолевается, ведя к новому типу партнерских отношений, строящихся на равенстве и единстве. Подобное партнерство невозможно без вознесения, поскольку современная генетика человеческого вида столь ограничена, что поляризуется в ряд сильных и слабых сторон. С любой слабостью, человек навсегда в чем-то хуже, что мешает истинному равенству. А когда слабые позиции преодолены, равенство может быть вмещено. Женщины наиболее склонны к проявлению подобной формы соблазна. Например, женщина может соблазнять, устанавливая завесы иллюзии, используя приемы манипуляции со своей внешностью, посредством косметических средств, косметологических операций. Женщина также может соблазнять, устанавливая завесы необусловленной любви. В 90-е годы в западном обществе было широко популяризовано шоу конкурсов красоты. Такие шоу обещали девушкам шикарную жизнь, удачное замужество за олигархами или богатыми иностранцами. Многие девушки считали, что участие в конкурсе красоты – это отличный шанс удачно выйти замуж и вырваться из нищеты.
Такие конкурсы давали возможность найти своего личного спонсора, который в обмен на сексуальные услуги мог бы подарить им драгоценности, машину, квартиру, повозить по миру и просто обеспечить красивую жизнь. Для бандитов это была ярмарка по выбору невест или любовниц. Ведь для них красивая подруга рядом – это признак хорошего тона и вкуса. Многие девушки, участвуя в конкурсах красоты, знали, что ими может заинтересоваться какой-нибудь криминальный авторитет, но их это не останавливало. И партия с бандитом, по их мнению, была неплохим вариантом, ведь у них всегда были деньги и власть. Многие девушки после участия в таких конкурсах действительно обрели семейное счастье, но чаще было так, что все оборачивалось с точностью да наоборот. Многих обладательниц различных титулов в конкурсах красоты уже давно нет в живых, или их жизни были разрушены. Множество женщин было втянуто в проституцию, сексуальное рабство, бизнес по продаже наркотиков и людей. Соблазн любовью влияет на многие другие формы бизнеса и практик, включая духовных учителей. Однако подобное соблазнение не является любовью. Когда любой посвящаемый общается с духовным учителем или целителем любого рода, потом ему следует посмотреть, как он себя чувствует. Чувствуете ли вы себя обессиленным, значит, у вас забрали энергию. У вас болит голова? Значит, проникли в вашу макушку и изъяли записи духовного знания. Вы чувствуете боль в области солнечного сплетения? Следовательно, произошло проникновение в третью чакру и изъятие вашей силы. У вас боли в груди? Значит, произошло проникновение в ваше сердце, и была забрана информация о любви, и так далее и тому подобное. Будьте внимательны, и если вы что-либо утратили, выразите намерение вернуть это и изучите, почему вы манифестировали эту ситуацию. Все манифестации чему-то служат, являются кармическими, и вы можете их использовать для глубокой проработки своих бессознательных стереотипов и мощного продвижения в путешествии домой. Во время сеанса целительства, построенного на единении, душа входит в форму пациента или группы и управляет требующимся целительством. В этом случае нет необходимости в соблазнении, и можно полностью прекратить бессознательно причинять вред. В процессе вознесения, такая форма соблазнения постепенно уступает место подлинной любви, текущей через единение тела и души. По мере ухода от фантазии, единение становится общей доминантой жизни обоих партнеров. При этом существа, взаимодействующие, вступающие в контакт с ними, могут ощущать любовь, изливающуюся через их поле, из души двух любящих, Бога, богини, всего что есть. Единение – это союз тела, матери Земли и души. В состоянии единения человек наполняется любовью, движущейся с его телом. В состоянии единения человек утрачивает необходимость соблазнять другого, чтобы в его обществе чувствовать себя любимым, поскольку он начинает быть любимым изнутри, благодаря душе, движущейся вместе с формой. В состоянии единения человек также перестает быть объектом соблазнения со стороны других, чтобы чувствовать себя любимым, поскольку любовью его переполняет душа. Только единение позволяет подлинной любви изливаться из энергетического поля, а соблазнение – это жалкий заменитель, который, фактически, дает возможность причинять большой вред. Становясь независимым в собственной любви, человек ощущает себя любимым изнутри, когда его душа сливается с формой. С помощью благословения он также ощущает необусловленную любовь к другим.
Соблазнение творческими силами соотносится с пятым, голубым лучом и пятым энергетическим центром. Соблазнение, заключающееся в творческих способностях, используя для соблазнения другого, творческое самовыражение. Такое соблазнение может осуществляться через музыку, живопись, танец, театр, книги, или любые внешне проявляющиеся творческие усилия того или иного рода. Эти произведения используются, чтобы программировать аудиторию вымышленной реальностью, которая развлекает ее, но одновременно перемещает записи, информацию, подвижные энергетические системы, или жизненную энергию от аудитории к артисту, или наоборот. Очень популярные или богатые артисты обладают даром забирать записи и энергию. А бедные непризнанные, как правило, способны отдавать записи и энергию, и часто оканчивают жизнь через болезнь, или сильную боль. Любой рукотворный предмет, созданный художником, будь то произведение живописи, скульптура, предмет одежды, шарфик и ювелирные украшения, содержит энергию и сигнатуру собственничества этого художника. При ношении этого предмета, или помещении его у себя дома, возникает взаимодействие энергии между его создателем и полем владельца, что может быть использовано для изъятия информации, записей, энергетической решетки или передачи кармы. Такова природа современной парадигмы творческих способностей, ставших одной из форм соблазнения. Это не относится ко всем художникам в любые времена, однако делает необходимым, чтобы, исходя из этого понимания, посвящаемые изучили свое имущество и определили, где может быть утечка энергии или информации. Иногда подобные предметы могут быть перепрограммированы или очищены энергией, проходящей через руки. Иногда этого сделать нельзя, и вы оказываетесь перед необходимостью отдать этот предмет другому человеку, если он вызывает достаточно большую откачку сил или утрату записей. Получая подарки, вы можете заметить, что некоторые подарки из них используются для изъятия не только ваших записей, но и записей всех, кто входит в их поле влияния. Если эти подарки живы, например, минералы, можно работать с царством минералов по перепрограммированию намерения, связанного с камнем, прекращая тем самым утрату записей. Если подарок является неживым предметом, то его редко можно было перепрограммировать. Если в таких подарках скрыто бессознательное намерение забирать записи, советуем выкинуть их, чтобы не перенести на другого человека разрушительное намерение. Творческие натуры могут сознательно позволять любви души, высшей души, истока, а также Бога, богине, всего что есть, оставаться в творческом выражении их дара. Человек может выразить намерение, чтобы вред не исходил от его произведений, и, когда это происходит, он перестает создавать себе карму. Кроме того, он может заякорить в своих трудах язык света, являющийся новой мыслеформой, основанной на единстве, возникающей у всех возносящихся видов на Земле. Такие частоты можно просто добавлять с помощью намерения и передавать их через руки в создаваемое произведение искусства, через голос при пении или с помощью тела в танце. Возносящиеся посвящаемые могут также пожелать осознать утрату записей или программирования, которое может происходить при чтении информации или книг, написанных некоторыми авторами, обладающими даром соблазнять. Напоминаем, обращайте внимание на то, как вы себя чувствуете, имея дело с энергией книги автора. Причиняет ли это вам боль? Если да, понаблюдайте, не нарушено ли ваше поле энергии автора. Если да, возможно, это не тот автор, которого вы хотите читать. Каждый уровень посвящений формирует в форме более высокую частоту.
Те статьи или книги, которые вы читали вчера, получая хорошие ощущения, могут не быть таковыми завтра, поскольку вы поднялись к более высокой частоте. Почему так происходит? Соблазн связан с завесами иллюзий. Пока человек находится по частоте ниже завесы, он будет попадать в нее, или в фантазию, и не ощущать диссонанса, имеющегося в форме. Такова природа фантазии иллюзии, которая вынуждает душу покидать форму, а человека испытывать измененную реальность, основанную на фантазии. Поднимаясь над иллюзией фантазии, человек больше в нее не попадает. И теперь та же самая деятельность или книга, от которых вам вчера в фантазии было хорошо, сегодня могут причинять форме адские муки, особенно вашему сердцу. Можно понять, что вы просто поднялись над завесой фантазии, от которых зависела соблазнительность книги или деятельности, и теперь перед вами стоит выбор. Можно либо прекратить эту деятельность, или отказаться от книги, и, следовательно, возноситься, либо продолжать в том же духе, и терять записи. В первом случае, ваше вознесение будет успешным, а во втором потерпит неудачу. Выбор зависит от самого посвящаемого на каждой фазе вознесения, поскольку каждая фаза проявляет новый слой завес, которые снимаются, заставляя вас более четко видеть чужие соблазны такими, какие они есть. Мы подробно говорили о кинофильмах, и хотели бы подчеркнуть, что такая же форма соблазнения может возникать через музыку. Ваши самые популярные артисты забирают энергию и запись у всех, кто слушает их музыку, и используют такие знания для подпитки своей славы. Фактически, это форма соблазнения по пятой чакре. Следовательно, мы еще раз предлагаем посвящаемым посмотреть, как они себя чувствуют, имея дело с определенным артистом. Если вы ощущаете упадок сил, или боль в форме, или дискомфорт в любой области, знайте, что над вами совершено насилие, и потом вы можете решить, хотите ли и дальше иметь дело с таким насилием. Со временем, вы научитесь выбирать произведения искусства, которым присуще качество делиться маной, или жизненной силой, посредством искусства. Когда делится жизненной силой, можно возвращать жизненную силу музыканту при непрерывном обмене жизненной силы. Это же относится к танцам, строящимся на принципах деления с другими жизненной силой во время танца. Это самое прекрасное развлечение, поскольку танец энергии в конце вечера оставляет ощущение наполненности. Это также дает возможность для единения, поскольку все присутствующие души совершающих вознесения могут двигаться вместе, усиливая присутствующую в комнате любовь. Не все исполнители действуют таким образом, однако со временем найдете тех, кто делает это. Это является примером творческих способностей будущего, которые будут выражением любви души и Бога, богини, всего что есть, через творчество человека в живописи, музыке, литературе, актерском мастерстве и танце. И тогда душа будет делиться своей любовью с другими, посредством творческого выражения, увеличивая в танце любви, через единение, силы всех причастных к этому. Когда человек становится независимым в своем творчестве, он вмещает форму творческого самовыражения, которая является безграничной, и находится в гармонии и единстве со всеми царствами на земле. Соблазнение видением соотносится с шестым энергетическим центром, и шестым, или синим лучом. Соблазнением видением пользуются многие психотерапевты, экстрасенсы и целители. Это соблазнение побуждает соблазнителя программировать соблазняемого фантазией, иллюзией, что первый видит больше, чем второй.
При этом, информация о правительских способностях может передаваться либо от соблазненного соблазнителю, либо наоборот. Таким образом, некоторые ясновидящие на долгое время приобретают клиентов, зависящих от их видения. При вознесении, человек учится полагаться на собственное видение, ведущее его домой. Никто, кроме вашей собственной души, не может увидеть за вас, куда действительно вам надо направляться. Видение – это акт вхождения души в форму и передачи ей через интуитивное тело того, что является следующим шагом пути. Только сам посвящаемый может действительно увидеть, каким является для него следующий шаг, поскольку только он непосредственно связан со своей собственной душой. Никто вокруг никогда не поведет другого, как его собственное «я», связанное с душой. Сложность, связанная с соблазнением видением, состоит в том, что очень немногие в человеческой форме считают, что они что-то видят. Как часто мы слышим «я не вижу». А истина такова, что все посвященные видят. У каждого своя манера видения, которая может быть развита по ходу вознесения. Видение – это функция души, когда вы научитесь позволять личности отходить в сторону, а душе опускаться в тело, и взаимодействовать с формой в состоянии единения. Душа начнет направлять посвящаемого. Мы обнаружили, что прохождение 3000-го посвящения часто открывает для посвящаемых больший контакт с их душой, поскольку полностью высвобождаются личностные сущности, а тонкие конструкции восстанавливаются достаточно для присутствия ментального, эмоционального, интуитивного и творческого тел. Интуитивное тело дает возможность передавать знания души или видение в форме, и, следовательно, пока оно не будет перестроено, общение и единение с такой душой для некоторых посвящаемых будет сложным. В работе с целителями и ясновидящими нет ничего плохого. Часто посвящаемые притягиваются на такие сеансы, потому, что существует кармический долг, или потому, что существует соглашение какое-то время работать вместе. Напоминаем, наш совет посвящаемым обращать внимание на то, как они себя чувствуют после такого сеанса. Вы чувствуете себя лучше? Или боль подает знак, что против вас совершено насилие? Обычно видящие обладают даром определенных форм соблазна, которые могут нарушить чужое поле и записи, поэтому советуем посвящаемым быть внимательными. В конце концов, со временем, возносящийся мастер научится быть своим собственным лучшим провидцем и советчиком. С помощью умения общаться с душой, такой совет и видение будут поступать все более и более легко по мере вашего вознесения. Следовательно, в свое время, каждый посвящаемый перестанет обращаться к другим за видением, а вместо этого обратится внутрь себя и отыщет собственный путь домой. Видение также является даром, который может быть использован, чтобы вести группы или других людей к общей групповой цели. Итак, можно понять, что новая парадигма видения станет частью и необходимым условием новой формы водительства, которая будет руководить другими, исходя из высшего блага целого и высшей цели эволюции Земли, а не из собственных эгоистических интересов. Когда человек становится независимым в своем видении, он доверяет тому, что видимое им является точным только по отношению к его собственной жизни и выбору вознесения. Он не стремится видеть за другого, поскольку приходит к пониманию, что другой только сам может увидеть изнутри себя свою собственную истину. Соблазнение знанием соотносится с седьмым энергетическим центром и седьмым, или фиолетовым лучом.
Соблазнение знанием заставляет соблазнителя программировать соблазняемого иллюзией, что у него больше знаний, чем у последнего. При этом, соблазняемый может передать соблазнителю свою силу, знание истины, вместе с информацией. Иногда соблазнитель также отдает свое знание соблазняемому, подавляя своей истиной чужую. Существует много типов соблазнителей знанием. Часто таковыми являются ваши самые известные ученые, профессора, кандидаты наук, духовные учителя, математики, врачи или физики. Соблазнитель знанием собирает чужие знания, а затем применяет их в своих занятиях или печатных трудах. В течение очень длительного времени знание на Земле было столь ограниченным, в связи с многочисленными падениями генетического материала, что только обладающие даром забирать чужие знания могли собирать воедино информацию и понимать суть дела. Поэтому ваша недавняя история и борьба за понимание хотя бы основ биологии, физики или математики потребовала для своей реконструкции тысячи лет. Это результат самой большой ядерной катастрофы, которая при последнем падении атлантов разрушила почти все на поверхности Земли, и настолько нарушила генетический материал, что в форме осталось ничтожно мало информации для работы души с ней. Душа тоже сильно раскололась, утратив целостное знание, некогда содержавшееся в ней. В ходе Вознесения, информация возвращается назад по мере того, как вы собираете вместе расколовшуюся душу, восстанавливая знания, которым когда-то эта душа обладала. Генетические изменения также формируют вновь обретенное биологическое воспоминание о едином сознании. Поэтому, совершая Вознесение, вам больше не нужно собирать информацию вовне, поскольку вы можете общаться с душой и превратиться в подвижный канал. Душа даст любому посвящаемому все знание, необходимое для успешного осуществления целей и задачи души. Вам, как посвящаемому, может потребоваться распознавать соблазнителей знанием среди тех, с кем вы можете контактировать лично, либо через их труды. Как правило, соблазнитель знанием получает доступ к венечной чакре и извлекает ваши акашические записи для собственного использования и выгоды. Часто общение с такими индивидами ведет к появлению головной боли, поэтому мы рекомендуем посвящаемым обращать внимание на то, как они себя чувствуют после подобного контакта. Если произошла утрата записей, выразите намерение вернуть их себе. Если вы выясните, что являетесь соблазнителем седьмого пути, вам потребуется вернуть те записи, которые, на самом деле, принадлежат другим. Истина основывается на резонансе. Чужая истина никогда не станет вашей собственной. Забирая знания у других, соблазнитель седьмого пути загрязняет свою истину и истины многих других, и затрудняет понимание для себя того, кем он на самом деле является в поисках духовного знания. Когда вы стремитесь заякорять только собственную истину, и заякоряете душу, резонирующую с ней, душа может взаимодействовать с формой и делиться своей независимой истиной с вашим «я» и с другими. Такова новая парадигма учительства, или гуру, человека, полностью вместившего собственную истину, и просто стремящегося ей поделиться, и одновременно принимающего, почитающего уникальную истину всех других. Соблазнителей. Соблазнителей – это индивид, способный применять все формы соблазнения, в том числе и одновременно. Такое соблазнение легко встретить у знаменитых гуру Востока, или финансовых воротил, или знаменитых и богатых кинозвезд на Западе. Эти люди могут соблазнять любым из 7 способов, или всеми одновременно, забирая или отдавая знания любого рода. Подобно ситуации с информационным брокером,
забирающим знания, относящиеся к сигнатурам собственничества, и использующие их на любых частотах для полного изъятия информации с чужого поля. Соблазнитель обладает способностью проникать в любое поле с помощью любого соблазна. Именно соблазнитель может причинить наибольший вред отдельному человеку или группе, воруя жизненную силу, акашические записи и информацию о Вознесении. Когда человек становится независимым в собственной истине, то верит, что его знание является точным только по отношению к его собственному выражению истины на физическом плане. Он не стремится к внешним знаниям, и приходит к пониманию, что все решения его проблем в нем самом. Благословляем каждого из вас.